Всем привет! Сложно представить прекрасный сад без цветущих весной азалий или рододендронов. В моем саду тоже есть красивая японская азалия. Честно вам скажу, опыт выращивания у меня небольшой, второй год. Заложил он очень много бутонов, прекрасно выглядит после зимы, достойно перенес наше южное жаркое лето. И я решила в этом году приобрести еще один сорт. Это у меня, я вам сейчас показываю, азалия японская панда. Цветет белыми красивыми цветами. И интересная у него очень серединка. Цветение я вам обязательно покажу. Сейчас поедем в садовый центр. Ребята, вот приехала в садовый центр выбрать азалии. Смотрите, азалий японских огромное количество сортов. Поэтому приобретая, лучше либо проконсультироваться, либо тут же посмотреть этот сорт в интернете. Завоз в нашем садовом центре азалий карликовых, они все будут где-то 60 на 70 сантиметров. Нужно просто выбрать на свой вкус. Смотрите, вот эти листики, это ожоги солнечные, они потемневшие краешки. Вообще смотреть нужно на количество бутонов и качество листвы. То есть если листики в хорошем состоянии, значит в принципе растение не так серьезно стрессануло. Покажу вам сейчас по сортам. Вот этой азалии листики другой немножечко формы. Обычно закругленные, а у этой такие остренькие. Азалия японская LC. Что у нас еще есть? Кермесина. Ребята, по цветам не могу вас сейчас сориентировать, потому что они просто с названиями идут. Поэтому покажу сейчас, что есть. В принципе, эти азалии нужно перед покупкой лучше всего в интернете посмотреть сорт, либо узнать. И больше всех мне понравилась такая темнолистная азалия, очень красивый листик у нее такой. Называется сорт Розали. Она будет розового цвета. Вот она вся на бутончиках. Я определилась, возьму такой сорт. Ее видно, она очень карликовая, компактная, у нее маленькие приростики идут. То есть это будет такой набитый шарик красивый. Красивая очень азалия. Посмотрите, какого нереального цвета листики. Просто обалденные. И они все на бутончиках. Конечно, хочется приобрести растение, которое уже в первый сезон порадует вас цветением. Как всегда, выбор у меня между двумя растениями. Наверное, ничего нет сложнее, когда нравятся два. А нужно этого сорта одно. Сейчас я определюсь и скажу сразу, приобретая азалию, сразу в садовом центре обязательно возьмите лучше, конечно, грунт для азалий, который вы будете добавлять в посадочную яму. Я покажу дома. Если есть еще в садовом центре осмокот для азалий и рододендронов, то можно его взять. Если нет, я расскажу при посадке, какие удобрения добавлять и как кормить это растение. И обязательно возьмите сразу сосновую кору, чтобы замульчировать ваш кустик после посадки. Вот такая красивая азалия японская Розали едет сегодня в свой новый дом, в мой прекрасный сад. Друзья, кто живет, есть рядом леса, либо какие-то сосновые посадки старые, еще, наверное, с советских времен. Вот я нашла у себя в городе такое место, тут растут огромные старые сосны, вот видите. Вот эти сосны здесь никто никогда не чистит, поэтому здесь как в лесу. Я уже сюда не первый раз приезжаю за лесной подстилкой, за сосновым опадом. Это вообще вещь в саду просто как золото.
У нас нет ни торфяников, ни болот, поэтому замечательная находка и для гортензий, и вообще, если какие-то тропические растения, магнолии, аукубы, я везде подсыпаю хвойный опад. Ребята, приехала за хвойным опадом, а здесь вся лужайка цветет в таких красивых фиалочках, и трава цветет, весна. Вот смотрите, как выглядят иголочки. Верхний слой мы будем вот так отгребать и находить вот уже перепревшие вот такие. Вот это нам и нужно. Перепревшая хвоя, как бы чуть-чуть подплесневевшая, это вот микориза, гриб, который нам нужен. Вот так собирайте, и вот это самая вот прекрасная будет почва. Все, ребята, разжилась целым большим мешком опада. Это с хорошим запасом. Я еще его буду использовать для других посадок. Все, едем сажать. И вот, наконец, мы приехали домой. И посмотрите, какая красавица приехала. Японская азалия сорта Розали. Я вам честно скажу, я не нашла в интернете никакой информации про этот сорт азалий. Их, видимо, миллионы сортов, и не все, к сожалению, описаны. Единственное, что я вам могу сказать, что это розовая азалия. Ну вот сюрприз будет. Так даже интереснее. Но меня, конечно, подкупило просто цветом, своим цветом листвы. Посмотрите, какие красивые листья. Просто нереальное. Видимо, это будет темнолистный сорт. Я думаю, будет очень красиво. Темные листья и розовые цветы. Очень красивая азалия. Вся, кстати, на бутонах. Фокусируемся. Так, смотрите, розовые это не почки, это все бутоны. То есть она будет облита полностью цветами. Друзья, при выборе посадочного материала, конечно, обращайте внимание на качество, на листья, на внешний вид. Если растение было пересушено или сожжено на солнце, оно сильно стрессует, и можете вы его в принципе потерять. Поэтому приобретайте посадочный материал с яркими, живыми, хорошими листиками. Тогда можно предположить, что растение в достойных условиях дожидалось вас в садовом центре. Ну а теперь самый долгожданный процесс посадки. Сейчас покажу вам, как соберу посадочную яму. Азалия не терпит прямых солнечных лучей. Она у вас будет гореть, и она не переживет. Даже ветер она перенесет намного лучше и зиму, чем горячее палящее солнце. Поэтому место должно быть либо с кружевной тенью полностью в течение всего дня, либо она прекрасно отзывается. Вот по опыту моего выращивания первой азалии, она прекрасно переносит утреннее солнце, часа 2-3 в день, а потом она любит тень или рассеянный свет. Смотрите, что нам понадобится для посадки японской азалии. Я беру грунт для азалий. Мне он очень нравится, я уже в него сажала. И все прекрасно, он с удобрениями и хорошо сбалансированный pH. Понадобится нам сосновая кора, чтобы замульчировать. И вот этот вот мешок, это хвойный опад, который я сейчас собирала, перепревший. Яму посадочную будем делать около 60 сантиметров, 60 на 60 примерно. И наполнять ее смесью. Сейчас покажу. Ой, не могу не показать, какую красивую георгину приобрела. Очень давно ищу георгину с темными листьями. Но здесь на фотографии как раз лист черный. Ну, посмотрим, что у нас вырастет. Еще при посадке я обязательно добавлю осмокот. Около 40 грамм я добавлю в посадочную яму, и это позволит мне первый период времени ее не удобрять. Вот такая получается у меня посадочная яма. Ну, примерно 60 на 60 сантиметров. У японской азалии корневая система поверхностная. Ей главное, чтобы яма была пошире. Я сейчас вам покажу. Смотрите, вот здесь у меня вот эта пластиковая лента. В 2 слоя я ее добавила как ограничитель
чтобы корни других растений не попадали и чтобы не уходил наш кислый грунт. Сейчас в эту, я думаю, тоже добавлю, потому что рядом растет хоста, чтобы корни не проникали в азалию. Вот, приготовила емкость. Обязательно добавлю в посадочную яму обычной своей земли. Буду ее перемешивать, потому что если мы будем использовать только верховой торф или грунт для азалий и хвойный опад, земля будет либо очень сырая, либо будет быстро пересыхать. Поэтому нужно обязательно добавить земли с участка. Ну, хорошей плодородной земли или чернозем, или может быть компост. Вот, ребята, о чем я вам и говорила. Вот здесь у меня эта же самая бордюрная лента, самая обычная. По закромам по своим полазила и нашла как раз кусочек. Ну вот видите, не могу сказать, может быть, заводчики азалий закидают меня тапками, но у меня получилось. И чувствует себя азалия довольно прекрасно, поэтому я буду делать так еще раз. То есть высота этой ленты вот с ладошку. Поэтому она, в принципе, вода будет уходить, а боковые корешки не будут проникать к моей азалии, будет хорошо сохраняться почва. Получается вот такой вот котлованчик. Вот эти промежутки, которые остаются небольшие, я буду засыпать этим же кислым торфом, вот этой смесью, которую мы сейчас сделаем, чтобы вокруг, в принципе, тоже была кислая почва. Ребята, вот так выглядит хвойный опад. Вот сейчас буду приближать. Видите, он уже такой прелый. Сейчас покажу. Мягкий. Пахнет грибами. Смотрите, опад должен быть обязательно сосновый. Потому что в еловом опаде есть соли алюминия. И сосна более быстро растворимая, она быстрее дает вот эти вещества. Вот этого питания растению будет хватать на очень долго. Теперь мы весь этот коктейль перемешаем. Здесь, напоминаю, у меня обычная моя садовая земля перегной, в равных частях хвойный опад, и получилось у меня 4 пакета, ну примерно такая же часть грунта для азалий. Ребята, перед посадкой желательно замочить азалию, ну, минут хотя бы на 10-15, чтобы у нее корневая пролилась. Можно добавить, кстати, 1 ампулу циркона на 5 литров воды, так приблизительно, и выдержать минут 10-15. Но я забыла про циркон, у меня его нет, поэтому, ну, я потом, может быть, сделаю обработку по листу. Вот такая у нас ванна. Хочу отдельно отметить по поливу азалий. Азалии не выносят и совершенно не терпят хлорированной воды. Поэтому полив должен быть либо дождевой водой, либо вода должна быть хорошо отстоянная. Ну, я поливаю речной, мне повезло. Итак, по результатам моего смешивания получилась вот такая очень рыхлая почва-смесь. Вот именно в эту смесь я буду сажать сейчас свою азалию. Сейчас наполню посадочную яму. Вот такая рыхлая, именно вот такая хорошая смесь. Вот получился мой котлованчик с заполненными посадочной ямы. Сверху я посыпала осмокот. Сейчас осмокот я перемешаю, сделаю углубление и посажу азалию. После того, как перемешаю осмокот, хорошо рукой притопчу еще землю, чтобы она сильно не опустилась, потому что, смотрите, вот эта азалия, земля осела, и она у меня в глубине. И я постоянно контролирую ее корневую шейку. Вот сейчас, пока копала, насыпалась сюда земли. То есть я стараюсь постоянно, чтобы тут все было чисто и дышало. Но так как она в ямке, мне неудобно это делать. Поэтому лучше чуть-чуть на холмик посадить, на бугорок. Посадила наконец-таки свою прекрасную японскую азалию розели. И вот, знаете, смешно сказать, но вот этот полный огромный таз почвосмеси, он довольно большой, у меня ушел на вот эту, казалось бы, довольно небольшую посадочную ямку.
Теперь что я сделаю? Я подсыплю сюда еще сверху хвойного опада, потому что земля все равно опустится, и он будет сверху такой между сосновой корой и получается вот самой этой почвосмесью. Такой будет слой питательный. Если будет опускаться земля, он будет в принципе как бы роль почвы кислой выполнять. Ребята, ну буду дотошной в этот раз, показываю в мелочах. Вот смотрите, сверху замульчировала хвойным опадом и сверху еще положу сосновую кору. Вот этот хвойный опад, это, конечно, для меня такое сокровище. В саду я им мульчирую магнолии и хвойники, у меня их очень много, и купить сразу такое количество коры, ну, бьет по карману, если честно, не кривя душой говорить. Поэтому очень удобная вещь, и обязательно подсыпаю ее в гортензии. Вот сейчас оставшийся опад пойду разделю на свои гортензии, подмульчирую их в этом году, а потом буду рыхлить, и оно будет потихонечку в землю опускаться. Ну а теперь сверху засыпем все сосновой корой. Землю утрамбовала, сейчас вам покажу, что у меня получилось. Вот моя новая малышка. Подмульчировала тут все свежей корой немножечко. Теперь ждем цветения. Ребята, по удобрениям сейчас расскажу вам схему, которой я пользовалась весь год, и моя азалия хорошо отозвалась. Смотрите, они же кислотники. Я так работала и с метельчатыми гортензиями, и с азалией. С вечера, допустим, или с утра я давала такую подкормку. На ведро 10-литровой воды я разводила 2 столовые ложки лимонной кислоты. В общем, воду я брала речную, либо можете брать отстойную. Если вы дали вот эту лимонную кислоту с вечера, то утром я давала гортензию, удобрения для гортензий, для азалий и рододендронов фертикум. Я брала серию Кристаллон. Получается, с вечера лимонка, утром удобрение, либо утром лимонка, вечером удобрение. Тогда они лучше его усваивают. Ну, мне показалось, что очень даже неплохо работает эта схема и с гортензиями, и с азалией. Так что, если вам нравится идея, попробуйте. Я думаю, тоже когда сажала, заводила, бороздила просторы интернета, и вот где-то мне попалась такая схема, вот попробовала и осталась очень довольна. Поэтому, ну вот эту малышку я не буду пока кормить, я дала ей осмокот. А вот эту красавицу я уже подкормила обычной фертикой весна. Где-то через 7 дней я ей дам Кристаллон, также лимонку, а потом дам ей удобрение фертика Кристаллон, чтобы у нее больше было сил на цветение. Вот такая красота у меня получилась. На этом у меня, друзья, все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. В следующих роликах увидим вместе с вами, как расцветет японская азалия розели.